Всем привет! Сегодня небольшое коротенькое видео. Постараюсь, по крайней мере, чтобы оно было не длинным. Вот такие два флакончика тут у меня. Вот. Расскажу, как прошел выходной. Ходила я снова на барахолку. Вот. Ну и сегодня как-то немножко, конечно, я была разочарована. Во-первых, сегодня была в продаже миниатюрка Шанель номер 5 Eau de Parfum. Ну, там 4 миллилитра и немножко неполная. В общем, я так сразу думаю, ну, так, прошлась еще, подумала, брать ее, не брать. Цена более-менее приемлемая была, дешевле за счет того, что она не полная. Ну, в общем, но там еще проблема была с крышечкой. В общем, прошлась я, подумала, думаю, ну, все-таки возьму, наверное, так на пробу, так как номер 5 у меня только пробник есть, и то версия премьер, а такого именно обычного оригинального номер 5 у меня нет. Ну, думаю, возьму, попробую. Потом я подошла, и мы с продавцом начали пытаться открыть этот флакончик, чтобы ну, проверить из-за того, что там была сломана крышечка, как бы вот эта верхняя часть. Вот как здесь, вот такой флакон, как здесь, только там миниатюрка, она вот такая очень маленькая. И получается, там верхняя вот эта часть отломилась, и сама вот та часть, которая входит во флакон, в общем, она осталась как бы внутри. И вот здесь в горлышке она осталась флакончика. И получается, мы попытались вытащить ее оттуда, чтобы открыть флакон, но у нас, в общем, ничего не получилось. Вот. И поэтому, в общем, она сказала, что она попробует это дома сделать. В общем, я не взяла эту миниатюру, потому что, ну, как бы мне тоже, с одной стороны, не хотелось ее брать в таком состоянии закрытом. Неизвестно, смогу ли я открыть ее, потому что я знаю, что бывают такие флаконы, которые просто невозможно открыть или приходится очень долго мучиться, прежде чем оно откроется. В общем, ну, может, и надо было взять, не знаю. Ну, в общем, ладно, я не взяла. Она сказала, если там что-то получится, и она какую-то другую крышечку туда пристроит, то тогда, ну, принесет в следующий раз. Вот, так что, ну, пока так. Осталась я без пятой Шанели, в общем, ну, не знаю, значит, так суждено. В общем, я не хочу тут особо расстраиваться. Ну, из-за чего, собственно, расстраиваться, это всего лишь миниатюра. Вот, так это чисто попробовать этот аромат. Конечно, что-то ну, там меньше 4, наверное, 3 миллилитра остаток. Особо не из-за чего. Ну, мне пятая Шанель не особо мне нравится, потому что, ну, как сказать, у меня есть премьерная версия. Вот это тоже у меня ну, от Левантик. И как-то вот, ну, для меня как-то это слишком как-то кисло, я не знаю, вот он какой-то вот кислит слишком для меня. Вот я не могу как-то его полюбить, потому что, ну, не смогла я как-то особо впечатлиться этим ароматом, потому что вот мне он кислит. Вот эти альдегиды как-то слишком для меня. Ну, а какая эта версия, там через эту вот крышку я понюхала с флакона, ну, немного доносился аромат, и мне показалось, что он немножко послаще, чем премьерная версия. Но я так думаю, что если мы откроем этот флакон, то там просто эти альдегиды вырвутся наружу и будут точно так же кислить, и будет все то же самое, наверное. Я, конечно, еще не смотрела, в чем там между ними разница, но если снова это все будет кислить, то, может быть, и не стоит мне ее и брать было бы, ну, не знаю. Если там разница между ними небольшая, то, может, и не стоит брать, потому что не факт, что мне понравится. Ну, собственно, так как его там мало, поэтому тут не столь важно. Это если бы большой флакон, да, не понравился и стоял бы, простаивал, то это было бы, да, неприятно. Ну, а так, такая манипуська, даже не страшно, если и будет стоять так для коллекции. Вот. Что еще хочу рассказать? Там некоторые копии еще видела в другом месте. В магазин зашла, в торговый центр, там продавались в основном копии. Ну, понравился мне там копия на Crystal Love от Tatar Collection. Такой унисекс аромат, в принципе, такой достаточно интересный. Потом еще от Латафы там было два аромата, мужской и женский. Э, Ну, тоже как-то оба они мне, наверное, мужской даже мне больше понравился. Женский, наверное, чересчур сладкий, но тоже, в принципе, такой в меру. Такая сладость не прям чрезмерная. И главное, что не вот этот жженый сахар.
вот, который я сейчас почему-то так возненавидела этой осенью, прям не могу его ощущать. Сегодня немножко меня вот эта мадемуазель я сегодня нанесла, буквально нанесла 2 пшика. Ну, еще немного я попыталась на запястье. Я как-то из пульвика попыталась выдавить совсем чуть-чуть, чтобы чисто на запястье нанести. Может, это был уже лишний момент. И, скорее всего, было лишним то, что я нанесла 2 пшика себе на шею, скажем так, я под волосы сбоку с одной стороны нанесла и как-то сзади с другой стороны. И когда я зашла в маршрутку, и так получилось, что я сидела в самом конце, и там еще как-то много людей набилось в автобус. В общем, я не знаю, что, ну, что-то мне как-то он поддушил. Вот, видимо, 2,5 пшика- это уже очень много для этого аромата. Я так понимаю, что нужен только один, особенно если собираешься ехать в транспорте или куда-то там в такое тесное помещение заходить. Наверное, один брызг и все, больше не надо. Это если просто идти по улице, тогда еще можно 2, и то куда-то, наверное, один на шею, один вот на запястье где-то и растереть, на 2 руки разнести, потому что иначе это, я поняла, что близко к лицу 2 нажатия- это очень много для него. Он очень стойкий, очень насыщенный. Это не минус аромату, это наоборот ему плюс, наверное, потому что он достаточно, ну, экономно будет расходоваться. Он вот настолько он насыщенный, настолько диффузный и стойкий. И вот до сих пор, вот сейчас уже вечер, я ощущаю на себе аромат, и я знаю, что я буду еще его ощущать до поздней ночи. И подушка пропитается, если я лягу спать. У меня от волос пропитается подушка и будет пахнуть всю ночь. Вот. Ну, еще, что я там еще видела? Да, были там на Атары копии, потом на Каджал какой-то аромат был, какая-то копия на Каджал. Ну, наверное, какой-то из популярных ароматов, сейчас не могу вспомнить. Ну, что-то тоже мне вроде как понравилось, ну, из того, что я перенюхала там несколько копий. Этот Каджал мне вроде как более-менее понравился, такой восточный какой-то, такой с дымком, немного специевый или с какими-то бальзамами, вот такая бальзамичность и дымность немножко присутствовала. Ну, не такой прям дым, а вот этот бензоин, скорее всего, вот такой оттенок бензоина. Вот. А так больше, по-моему, там и Родригес был какой-то, и много там было копий, но как-то больше мне ничего не привлекло. Вот. Еще вот нашла аромат, похожий на Коко Мадемуазель. Вот этот, как он, Леруа Солель от Сальвадора Дали. Вот это аромат, я ощущаю его какое-то сходство между ними, потому что здесь просто как персики, они более такие вот как свежие, что ли. Он как-то стартует свежестью такой ананасной. Вот. И, конечно, ну, понятно, что это никак не клоны, и это не будет заменой одно другому, но потому что этот более такой со свежинкой, и он именно такой фруктовый. В нем, наверное, нет вот этих пачулей, в нем нет вот этой вот, ну, какой-то загадочности, как в коко. Вот он все-таки здесь, видимо, компоненты, возможно, более какие-то дорогие, или так они сочетаются, не знаю. И ванильности вот этой здесь нет. Это такой более такой свеженький вариант. Это более фруктовый, но явно между ними есть сходство именно вот в какой-то ДНК, да, вот именно что-то все-таки, да, их что-то явно объединяет. Какое-то сочетание нот все равно есть между ними общее. Может быть, старт, вот этот на старте, они, скорее всего. Тут вот эта кислинка цитрусовая в сочетании со сладостью, а здесь ананасная кислинка в сочетании с таким персиковым подтоном. Поэтому вот есть между ними общее. Вот у кого есть, вот сравните, пожалуйста, вот что вы скажете, просто интересно. Вот кто-то еще это вообще заметил между ними сходство или нет? Я не знаю, как с оригинальной версией, но вот с этой версией Intense вот я ощущаю, например, сходство. Ну, конечно, мадемуазель, она более, это даже не обсуждается. Тут и стойкость больше, и база такая более сладкая, такая глубокая. И раскрытие, вот он меняется. Этот аромат, он действительно, он такой, он раскрывается. А этот, понятно, что попроще, такой фруктовый, более свежий. Ну, вот такой сегодня мой парфюмерный отчет.
К сожалению, сегодня нет новинок, но я понимаю, что каждую неделю не обязательно что-то покупать новое. Конечно, от миниатюры новой я бы не отказалась, но как есть, так есть. Не каждую неделю удается найти что-то интересное, а покупать лишь бы купить я так не люблю. Мне должно что-то понравиться, именно я должна захотеть, вот тогда вот я буду с удовольствием рассказывать об этом, с удовольствием пользоваться. Ну, а так как бы купить только ради покупки смысла нет, поэтому сегодня так. Вот, ну, я рассказала уже, да, какие сходства между этими ароматами, какие различия. Они оба мне нравятся. Я как-то даже хотела побольше вот этого Сальвадор Дали аромата, хотела бы большой флакон. Ну, так как теперь у меня есть мадемуазель, то теперь мне не нужен большой, поэтому теперь уже все, гештальт закрыт. Вот. Расскажите, какие у вас новинки, что вы хотели бы приобрести или попробовать. Всем удачи, пока-пока.